Привет, друзья! Отвечаю на ваши вопросы. Бывшая подписалась на меня в Инстаграм. Стоит ли подписываться на нее в ответ, либо же это будет срыв игнора? Игнор, если кто не знает, это такая эффективная тактика, которая многократно увеличивает вероятность того, что девушка к нам вернется. И здесь очень важно совершать правильные действия. И если ответить коротко, то любая ответная реакция – это будет срыв игнора. Девушка, например, лайкнула нашу фотографию, и мы лайкнули ее в ответ. Или же девушка подписалась ВКонтакте, в Инстаграм, и мы подписались на нее в ответ. Подобное действие обнуляет всю тактику и отбрасывает нас далеко назад. Вероятность того, что девушка выйдет с полноценными извинениями, она уменьшается. Исходя из этого, не нужно совершать действий на эмоциях. Но здесь хотелось бы затронуть немного иной аспект. Ведь человек, который задает подобный вопрос, на самом-то деле он ждет, он ее мониторит, значимость не понижает, а именно понижение значимости является одним из ключевых действий в процессе возврата. И именно значимость не позволяет мужчине зачастую прийти к результату. Он совершает ошибки. Моя рекомендация, мой ответ – это всего лишь сценарий, который я даю и рекомендую. Но прежде всего, гораздо важнее задаться вопросом самому себе. А зачем? Зачем мне подписываться на нее в ответ? Чтобы показать свое расположение, показать свою готовность девушке, которая разрушила отношения? Все очень просто. Поставь себя на ее место. Что она почувствует, когда ты ее добавишь? Ничего, кроме слабости и зависимости. Захочется ли ей дальше совершать какие-то шаги и действия в нашу сторону, чтобы помириться? Нет. А зачем? Если ты на такой малейший пинг, малейшую реакцию, ты ее фиксируешь, ты придаешь ей высокое значение. И девушка понимает, что так он зависим, он ждет. Ну и подождет еще. А где те правильные чувства, которые ты должен испытывать? Гнев, разочарование за ее поступок. Не наигранная агрессия в сторону девушки, да, которая лишь показывает твой страх и слабость, а именно осознанный, к которому ты сам пришел. На самом-то деле ты хочешь ее вернуть, человека, который тебя предал. А ты готов к этому? Ведь если ты задаешь этот вопрос, ты ищешь готовые решения, готовые шаблоны. Да, они есть. Да, можно придерживаться определенного плана, и эффективность будет выше. Но придерживаться только готовых шаблонов – это неэффективно, потому что на встрече она обязательно поймет, что это была всего лишь игра, что это лишь блеф с твоей стороны. Любая рекомендация, которую я даю, она должна не просто выполняться бездумно, а проходить через призму себя. Это лишь ориентиры для того, чтобы не совершать ошибок. Ну, если коротко, то подписываться в ответ нельзя, добавлять в друзья нельзя, лайкать нельзя. На любые пинги реагировать не стоит, потому что к результату подобные действия нас не приведут, а лишь отбросят далеко назад и обнулят все шансы на успешный возврат. Познакомился с девушкой на Фейсбуке. Она сама проявляла инициативу, хотела встретиться. После встречи всю неделю переписывались, но она сама не пишет первой. Как сделать так, чтобы она сама начала писать первой? Если коротко, тебе нужно самому перестать ей писать. Ведь ты и сам не даешь этого сделать. Если ты перестанешь ей писать первой, это гарантированно увеличит шансы того, что она напишет. И это тоже довольно частая ошибка мужчин. Встреча, девушка очень сильно понравилась, значимость зашкаливает, ощущение, что она вот-вот ускользнет. Но здесь, как и в любом деле, нужен баланс. Да? Нужно чувствовать, когда дать девушке эту возможность самой проявить инициативу. Ведь она тоже этого хочет, она этого ждет, но мужчины, к сожалению, не дают шансов, не дают. Здесь либо встреча прошла неэффективно, мужчина показал свою нуждаемость,
встреча прошла в формате собеседования, что тоже очень часто бывает. Либо, даже если предположить, что симпатия со стороны девушки возникла на встрече, то мужчина просто не дал ей возможность проявить ее, показать это. Он просто после встречи завалил ее сообщениями. Дал избыток себя. Да, вот об этом говорит фраза «всю неделю переписывались». А зачем ей писать, думает она. Он же сам мне пишет. А ведь женщине тоже необходимо дать эмоции, дать время соскучиться, помечтать, пофантазировать. А понравилась я, а не понравилась. А позовет ли он нас в следующую встречу или нет. А вот написать ли ему или подождать, когда он напишет. Да, все эти мысли, они должны в ней жить после свидания. А ты не даешь ей этого. Я более чем уверен, что никаких инструментов, как эффективных, как эмоциональный контраст или дистанцирование, тоже ты не использовал. А это база. На начальном этапе знакомства это база. Опять же, не указано, кто первый написал после встречи. А ведь это определяющий фактор. Заинтересованная женщина пишет день в день. Она не набивает себе цену. Она показывает свое расположение, свою заинтересованность. Например, она может написать «Спасибо за вечер», «Было приятно пообщаться» и прочее. И если ты получаешь любое сообщение от девушки после встречи, это уже хорошо, это уже значит все прошло относительно неплохо. Ведь если женщина встречает мужчину, который ей реально понравился, реально цепляет, ее вот эта инстинктивная программа по созданию семьи, она включается, и она никогда не упустит этого мужчину. Ведь построение отношений – это женская епархия. И правильно, женщина это прекрасно понимает. Сознательно или бессознательно. Это цель ее жизни, она к ней идет. Поэтому, если девушка не пишет после встречи, значит она прошла не идеально, и ты ее не зацепил. И писать ей, и заваливать ее потом сообщениями уж точно не стоит. Расскажите про игнор, когда есть ребенок. Например, ребенок заболел, и ты хочешь его навестить. Или узнать, как проходит лечение. Да, на самом деле тоже распространенный вопрос, потому что игнор как таковой здесь действительно не нужен. Он не будет работать в нашу пользу, не будет работать эффективно, потому что есть связующая нить в виде детей. Сюда же можно отнести совместное имущество, общий бизнес, и так далее. Я думаю, вы поняли мысль. Поэтому здесь одна из самых эффективных тактик, которые я рекомендую, это избегание самой темы отношений, самих разговоров о ваших отношениях, о вашем прошлом. То есть вы общаетесь только по детям. И может показаться на первый взгляд, что это малоэффективно, но это не так. Просто это будет немножко дольше растянуто во времени. И то не факт. Женщина в любом случае в процессе вашей коммуникации будет затрагивать тему вашего прошлого. Что-то вспоминать, припоминать твои косяки. И чем больше проблемнее женщина, тем чаще и интенсивнее она будет пытаться тебя уколоть, задеть, вывести на эмоции. И тут с нашей стороны важно просто правильно выходить из данных диалогов, правильно отвечать, правильно реагировать, правильно общаться в целом. Здесь, конечно же, тактика выстраивается индивидуально. Поэтому, если мы все делаем правильно, то у женщины это вызовет эффект такого снежного кома. То есть она не получает нужной ей реакции. И это все со временем накапливается. Данную тактику хорошо использовать, кстати, вкупе с провокациями разными, да, для усиления эффекта. Ты не прав. Женщина – это слабый пол. Поэтому она всегда права. Их нужно носить на руках. Тогда она никогда никуда не уйдет. Почему девушка нормально общается, когда мы наедине? Но когда в компании, при всех, она важничает и даже не смотрит в мою сторону. Здесь, конечно же, нужна предыстория, да, потому что по одному событию сложно судить. Но одно могу сказать я точно, что здесь в отношениях явно проблемы. Понятно, что абсолютно точно завален баланс значимости.
Но учитывая, что отношения, я так понимаю, еще существуют, да, формально вы в отношениях, то большой вариант, что девушка просто проблемная. Уважения к тебе как к мужчине, к своему мужчине нет, оно отсутствует. Режим любви у девушки не активирован. Соответственно, если женщина не испытывает эмоции и чувства к своему мужчине, то ее сердце свободно, и подсознательно у нее активируется режим поиска того, в кого можно влюбиться. Это логично. Поэтому, если девушка в компаниях, то есть как легко проверить проблемность? Просто берешь ее и идешь в компанию друзей, знакомых. Естественно, там должны быть мужчины. И смотришь на нее, смотришь, как она себя там ведет. Если она ведет себя очень активно, привлекает к себе всяческое внимание, при том, что рядом сидит ее мужчина, и кому-то она уделяет гораздо большее внимание, ну, это уже о многом говорит. Но здесь опять же важно обратить внимание также на свое состояние. Ты находишься в отношениях, и тебя это напрягает. Если это так, если тебе это не нравится, а тебе это не нравится, раз ты задаешь этот вопрос, ты должен действовать обязательно. Медлить нельзя. Что я подразумеваю под словом действовать? Точно не разговор, не выяснение, да, как часто мужчины совершают ошибки. Они пытаются поговорить, объясниться, спросить. А почему ты так поступаешь? А мне не нравится, что ты так поступаешь. Давай ты не будешь так больше поступать. То есть начинают общаться с девушкой в формате просьб, разговоров. Мужчина не понимает, что любой разговор для женщины, которая не испытывает эмоции к мужчине, он обречен на провал. У нее в одно ухо влетает, в другое вылетает. Поэтому действие всегда направлено не на урегулирование ситуации путем выяснения отношений, а путем смены ролевых позиций. Как только ты займешь сильную лидирующую позицию, позицию хозяина, а женщина займет слабую влюбленную позицию, все станет на свои места, и она сразу начнет слышать, что ты ей говоришь. Ну а здесь, в данной ситуации, смена ролевых позиций возможна только через нашу эффективную стратегию полного игнорирования. Как правильно войти в игнор? Здесь, конечно же, нужно смотреть индивидуально историю, типаж девушки, какие-то нити, которые мы можем подергать и завиноватить ее грамотно перед этим. Да? Здесь, конечно же, все индивидуально. Сколько молчать после пингов с ее стороны? Молчать, пока не станет извиняться? Когда можно ей ответить, чтобы не встать в слабую позицию? Здесь снова человек в поиске рецепта, руководства. Во-первых, ответить ей, ну это полдела. Да, мы можем правильно как-то выстраивать сообщения и так далее, но на встрече нам это не поможет. Это первое. Молчать, пока не станет извиняться. Но если прям обобщить и ответить коротко, то да. В сообщении, на которое мы теоретически можем отреагировать, рассмотреть его, да, должны быть извинения. Это конечно. Но гораздо важнее, и на этом многие мужчины спотыкаются и делают ошибки, гораздо важнее в сообщении должен быть призыв к действию. Что такое призыв к действию? Я хочу поговорить, я хочу встретиться, давай обсудим. Потому что очень много мужчин попадают в ловушку. То есть обращаются ко мне на консультацию, мы сделаем план, соответственно, придерживаемся тактики. Девушка выходит на связь с длинным сообщением, с извинениями, но мужчина значимость не понизил. И он ждет. Вспоминаем, что если значимость высокая, то вероятность ошибки, она велика. И вот он получает это длинное смс с извинениями. Девушка пишет, как ей плохо, как она страдает. Она украшает все это грустными смайликами. За исключением маленького нюанса. Призыва к действию нет. То есть ее сообщение можно назвать неким монологом для себя. Она говорит только о себе. Это эгоцентричное на самом деле сообщение. Оно не адресовано тебе. Оно адресовано тебе, но чтобы ты ощутил чувство вины. И если так поразмыслить, женщина, которая любит, которая хочет возобновить отношения,
Будет ли она навязывать мужчине чувство вины и делать его виноватым в том, что она плохо себя чувствует? Нет, для нее это не важно. Для нее важнее возобновить отношения. Важнее доказать то, что она снова способна проявить себя. Для нее важнее, чтобы ты дал ей второй шанс. Поэтому на эту ловушку не попадаемся. Отвечаем, значит, ждем длинного сообщения с извинениями и призывом к действию. А дальше уже работаем с состоянием и понижением значимости. Занял слабую позицию. Девушка говорит: найди себе другую, которая будет тебе готовить. Но здесь у девушки, очевидно, сбиты ориентиры. То есть она не понимает, что значит семья, она не понимает, что значит вообще в принципе женские обязанности, а именно это труд, домашние хлопоты, создание уюта. Плюс к этому добавляется слабая позиция, то есть она занимает позицию лидера. Естественно, режим любви у нее не активирован, режим хозяйки не активирован. Желание готовить пищу, оно отсутствует. По сути, эта фраза, она переводится как «давай расстанемся». То есть, когда девушка произнесла эту фразу, отношений уже нету. И здесь не нужно задаваться вопросом, а почему она так говорит? А как сделать, чтобы она начала готовить? Да? Здесь не эти вопросы нужно задавать. Здесь нужно действовать. То есть, если нам не нравится, если нас это напрягает, выходим из отношений. И здесь, опять же, эффективно будет стратегия игнора. Да? Потому что если ты в слабой позиции, то нам, соответственно, нужно поменяться ролями и занять сильную, доминирующую. И тогда, возможно, у нее появится желание готовить. Девушка из-за не очень серьезной ссоры ушла, но пишет, что скучает и хочет быть вместе. Ну, это классика. Хочу, но не буду. Люблю, но не могу. Женщина, которая хочет быть вместе, она будет здесь, а не там. Она покажет это действиями, не словами. Но почему тебя это волнует? Почему ты веришь в эти слова? Ну, потому что ты сам хочешь, чтобы она была рядом. Ты сам хочешь обманываться. А то, что есть ссоры в отношениях, да, небольшие даже, это уже показатель, что ты в слабой позиции. И это видно. А девушка, находясь в неестественной для нее позиции лидера, она просто не может испытывать любовь. А здесь это уже запущенная ситуация. Либо девушка просто проблемная и зависима исключительно от эмоций. Ей это нужно, ей необходима драма, завиноватить, расстаться, да, и потом откуда-то там писать смс-ки, что она, значит, что там, она скучает и хочет быть вместе. И даже если ты ее примешь, и отношения возобновлятся на какое-то время, этот цикл также закончится. Но нужно помнить, что данные циклы, они не бесконечны. И когда-то ваши отношения могут дойти до того рубежа, когда не то, что неуважения к тебе не будет, а останется лишь только жалость. Поэтому доводить до этого не стоит. Здесь также следует действовать и производить смену ролевых позиций. Занимать позицию хозяина, где женщина будет реально скучать, хотеть быть вместе, и она будет это показывать, она будет это доказывать. Да, и уже ты будешь принимать решение, сохранять эти отношения или нет. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.